Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео я хотел бы рассказать о нескольких проблемах, нескольких ошибках, которые можно допустить при работая с классом сканер языка программирования Java. Для этого я приготовил 3 программки, они очень простые. Вот первая программка. Она приглашает пользователя ввести его имя, затем ввести его возраст. Вот мы используем класс сканер, вот мы его импортировали и в библиотеке Java Util, затем создали объект. Вот, и для того, чтобы пользователю дать возможность ввести имя, мы используем метод nextLine класса сканер. А для того, чтобы пользователь ввел его возраст, для того, чтобы он ввел число, мы используем метод nextInt класса сканер. Вот все, в общем-то, все просто. Давайте запустим эту программу. О самом сканере я не буду рассказывать долго. Информацию можно найти. Итак, enter your name. Мы вводим имя. Да, печатаем имя и затем нажимаем Enter. Enter your age. Вводим наш возраст. Нажимаем опять на Enter. Вот мы видим, программа, отработала корректно. Сделала именно то, что мы от нее и ожидали. Здесь, в начале моего объяснения, я хотел бы обратить ваше внимание на один момент. Давайте еще раз запустим эту программу. И мы введем сразу имя. Вот. А здесь, вместо того, чтобы вводить возраст, мы будем нажимать просто на Enter, как будто мы уже ввели возраст. Нажимаем на Enter и видим, что ничего особо не меняется. Программа не зависает, никакой фатальной ошибки не происходит. Курсор переходит на следующую строку и также ждет нашего пользовательского ввода. Мы вводим наш возраст, нажимаем на Enter, и программа корректно завершается, выполняет опять-таки то, что нам и нужно было. Вот давайте это просто запомним, давайте это просто сделаем себе заметку. Я еще вот для того, чтобы было легче вам понять, вот этот момент я еще так вот сделаю, выделю то, что мы ввели. То есть какие-то данные, оказывается, мы все-таки ввели. Да? Ну хорошо, перейдем к следующей программке. Она не сильно очистим. Она не сильно отличается от этой программы. Единственное отличие – это то, что мы поменяли местами. Ввод возраста мы поставили на первое место. Вот эту вот часть кода мы поменяли вот с этой частью кода. Да, а ввод имени мы поставили на второе место. Давайте проверим, будет ли работать эта программа. Запустим ее. Enter your age. Enter. И, как видим, программа отчиталась о том, что она отработала корректно, но результат выполнения программы нас, естественно, не устраивает, потому что мы с вами так и не смогли ввести наше имя. Да? Программа как бы перескочила через ввод имени. Почему так происходит? Давайте мы с вами немножко заглянем внутрь исполнения программного кода, да? Программную логику. Итак, давайте еще раз запустим программу. Напишем возраст. Итак, мы запускаем программу, прописываем возраст. И затем, когда мы нажмем клавишу Enter, давайте вот здесь мы будем показывать то, что происходит внутри программы. Вот за этим комментарием. Итак, мы вводим возраст. То есть мы отдаем программе наш возраст, число 45. Затем мы нажимаем на Enter. И когда мы нажимаем на Enter, кроме этих данных, этого числа,
в буфере сканера появляются еще вот такие данные. Вот этот символ называется символ переноса строки. Да, называется, по-английски называется break line или line break or line feed. И вот что у нас оказывается в буфере программы, в буфере сканера. Затем метод nextInt, да, это же ведь метод, давайте посмотрим. Вот, простите. Вот видите, M означает метод. Метод nextInt забирает у нас только int, только число. Забирает у нас int. Да, допустим, он его забрал. Но в буфере остается вот этот символ переноса строки. Да, next line у нас остается в буфере. Да, то есть следующая строка. Если перевести дословно на русский язык, next line. Остается в буфере, и метод nextLine получает эти данные, отрабатывает их и завершает свою работу. То есть вот что здесь у нас. У нас здесь невидимо, да, когда мы выделяем, становится более-менее заметно, невидимый символ nextLine. Как это вылечить? Как сделать так, чтобы программа работала корректно? Да? Ведь нам нужно в данный момент ввести сначала возраст. Здесь не было ошибки, потому что здесь сначала мы вводили имя, да, сначала был nextLine, а потом был nextInt. А вот здесь именно тогда, когда у нас сначала идет nextInt, а потом nextLine, то появляется такая ошибка. Что же нам нужно сделать для того, чтобы ее избежать? Как нам очистить буфер сканера? Вот видите, здесь у меня кое-что приготовлено. Нажимаем на Backspace, и у нас появляется такая вот строка кода. То есть мы опять-таки вызываем метод nextLine у класса сканер. Да, не присваивая ничему, никакой переменной, то, что мы получим, просто вызываем метод nextLine класса сканер для того, чтобы очистить буфер. Все, что он делает, он просто очищает буфер. Да, он очищает буфер. Он делает даже не просто вот так, а он, делает он не просто вот так, а делает он вот так. То есть он очищает буфер. И давайте теперь запустим программу, проверим, будет ли она теперь работать. Запускаем программу, вводим опять наш возраст, вводим наш возраст. И видим, появляется приглашение ввести наше имя. Мы вводим наше имя, нажимаем на Enter, и программа завершается корректно, исполняя именно то, что мы от нее и хотели. Это первый случай, это первая ошибка, которую могут допустить не очень опытные пользователи, работая с классом сканер языка программирования Java. И возникает она тогда, когда мы после метода nextInt, сразу же не обрабатывая то, что осталось в буфере, да, не без этой строки, вот если бы этой строки не было, мы сразу же используем метод nextLine, да, класса сканер. Итак, это первая проблема, первая ошибка. Подобная ошибка возникает также и тогда, когда у нас нет метода nextLine. За методом nextInt не следует метод nextLine. Но здесь у нас есть while loop, то есть while цикл while. И вот здесь, в этой программе, мы приглашаем пользователя ввести 5 чисел. И затем, когда он введет 5 чисел, мы выдаем ему, как вывод, мы ему выдаем сумму этих чисел. И также в данном случае мы используем сканер, да, класс сканер и его метод nextInt. Но для того, чтобы в данном случае мы обрабатываем пользовательский ввод на предмет ошибок, проверяем его на предмет ошибок. И для этого существует вот такой метод класса сканер, который называется hasNextInt.
hasNextInt. hasNextInt вот, дает нам true или false, то есть мы можем присвоить результат работы метода nextInt boolean переменной, то есть переменной true-false, да, переменной boolean. Если nextInt найдет в нашем вводе число, вот, то исполняется код, в данном случае if. Да? То есть продолжается нормальное течение программного потока программы. Если же он не найдет здесь, это немного я тут заранее прописал, если же он не найдет здесь числа, а найдет какой-либо другой символ, например, букву, то программный поток перескакивает на else. Вот. Метод nextInt. Давайте запустим программу, чтобы просто все было визуально видно. И просто дадим ей просто отработать один раз, ну, просто без ошибок. Мы вводим 1, 2, 3, 4, 5. Нажимаем на Enter. И программа у нас корректно отрабатывает. Выдает нам сумму 5 чисел, да, 1, 2, 3, 4 и 5. И сумма равняется 15. Совершенно корректно. Вот, но мы с вами здесь также запрограммировали возможность проверки пользовательского ввода. Давайте эту возможность осуществим, да, сделаем такой тест, такой software тестинг проведем для этой программы. Запустим ее еще раз. Начнем вводить. 1, 2. Вот. А вот здесь мы введем вместо числа введем букву, например, A. И нажмем на Enter. Вот это вот называется бесконечный цикл. Я его сейчас остановлю. Это называется бесконечный цикл. Это ошибка. Да? Программа даже не завершилась, а просто выдала нам такую ошибку, которая вечно будет. Да? Называется бесконечный, вечный цикл. Да? Endless loop. Почему это произошло здесь? Ведь у нас здесь нет метода nextLine, который бы следовал бы за методом nextInt. Почему здесь происходит ошибка? Давайте заглянем опять-таки внутрь программной логики. Итак, запустим программу еще раз. Так, пользователь вводит единицу, например, затем двойку. Затем пользователь вводит, например, любую букву, опять-таки букву A. И вот здесь мы с вами сейчас в комментарии вот пропишем то, что забирает, то, что появляется в буфере обмена класса сканер. Да? Сначала появляется A в буфере обмена. Кроме того, что там уже A, там еще, когда мы нажимаем на Enter, там еще будет символ переноса строки. То есть вот что у нас в буфере сканера. Когда доходит до обработки пользовательского ввода, когда программа начинает обрабатывать наш ввод, то метод hasNextInt замечает, что здесь у нас введено не число, да, не числовой символ был введен, перекидывает нас на else. Else нам прописывает invalid input, try again, неправильный, некорректный ввод, попытайтесь еще раз. Затем, но важный момент, что метод hasNextInt, как сказано в документации к нему, он не переходит, как бы не заходит за input, как бы так вот можно перевести дословно. Он как бы не переходит за input, за то, что вы ввели. Он остается здесь. Как бы, то есть, ну, по большому счету, вот это все остается в буфере сканера, класса сканер, нашего метода, нашего объекта сканер. И когда else отрабатывает свой код, когда он нам выдает invalid input, try again, давайте я запущу, опять, чтобы у нас появился endless loop, бесконечный цикл. Вот, когда нам else прописывает invalid input,
то программная логика возвращается в начало цикла, проверяет, что каунтер еще не больше 5, и переходит вот сюда, в этот момент. И в этом моменте метод hasNext проверяет, что мы ввели. Оказывается, что мы ввели не число, а цифру. И он опять нас кидает вот сюда. То есть мы перескакиваем, да, как бы главный модуль программы, как так сказать, условно говоря, перескакиваем на else. И это у нас происходит вечно, опять-таки вечно. Ну, решение проблемы, как вы уже, наверное, догадались, оно совершенно идентично проблеме, которую мы рассматривали до этого. То есть мы должны вот здесь, у меня уже он приготовлен, только нажать нужно backspace. Здесь нам нужно прописать вызов метода nextLine как объекта сканер. И этот метод nextLine, объекта сканер, ничего не сделает, кроме как он упразднит, да, очистит из буфера вот все, что было в буфере. И наш ввод пользовательский, и символ переноса строки. Вот, собственно, две проблемы, которые можно найти в интернете, но они там в разброс. Где-то есть видео по этой проблеме на английском языке, на русском языке я не нашел. По этой проблеме нужно обращаться к ресурсу Stack Overflow, вот там копаться. Но я постарался собрать две эти проблемы воедино вместе. Вот, спасибо огромное за внимание.